Влад, спасибо огромное за интервью и вообще за приезд в Воронеж и за отличное выступление. Это только первая часть, вторая часть будет еще зажигательнее, там знаем уже по опыту. И все равно для тех, для новых предпринимателей, да, кто именно еще, да, с Воронежа, кто с России, кто с зарубежья, можете рассказать немножко о себе, о своих проектах, о своих идеях? Владислав Бермуда. Занимаюсь тем, что развиваю предпринимателей, развиваю бизнес и за счет нестандартных инструментов маркетинговых, которые позволяют расти без прямых затрат на рекламу. Вот, работаю с многими лидерами рынков в разных странах. Вот. Выступаю, пишу книги, веду блоги. В среднем, по-моему, сейчас около 1 600 000 подписчиков органических в совокупных соцсетях. Ну и сокращаю маркетинговый рекламный бюджет. Да, вот как раз по поводу сокращения маркетинга, можешь сказать чуть поподробнее? Да, есть огромное количество ресурсов у предпринимателей, которые они совершенно не используют. То есть в основном все зациклены на своем товаре, либо услуги, которые предоставляют, но забывают про тот ресурс, который они получают в процессе создания собственного бизнеса. А на нем зачастую можно заработать гораздо даже больше, нежели на своей услуге либо продукте. Например, да, там у тебя есть там магазин, да, там есть трафик, который ты совершенно не монетизируешь, или там есть производство, например, да, и ты там производишь 1 000 000 пачек молока там в месяц, например, да, но при этом коробка, в которой налито молоко, из нее можно как минимум сделать там, не знаю, игрушку для ребенка, чтобы они выставляли в сторис и рекламировали этот бренд, и каждый получает какой-то приз, да, а эти призы собрать от партнеров, которые дадут взамен на лидов, которые предоставят, по сути, это производство. Вот. Там миллион различных способов. Мы собираем эти решения со всего мира, с разных стран, и я через различные каналы транслирую, ну и работаю со многими предпринимателями. Да, Влад, можешь немножко на нескольких примерах рассказать вот как раз свои кейсы? Да, ну, можно простой, например, прямой взять. Ну, например, ты приходишь там в ресторан, вот, и тебе дают, например, говорят, там, покушай, да, и дают там сертификат на получение розы в соседнем цветочном магазине, да, то есть, ну, для человека это приятная история, классно там пошел, вот, он приходит в магазин, и ему говорят, что окей, вот ваша роза, пожалуйста, вот, если хотите, мы можем ее учесть в букете, как бы, купите букет. Вот, в среднем 30% людей из тех, кто приходит за розой, покупают букет. Там средний чек букета там 2500 рублей. А себестоимость одной розы получается порядка 100, ну даже меньше, там 70 рублей. То есть получается букет выходит меньше 300 рублей. То есть стоимость клиента получается 300 рублей. Вот тебе обычная коллаборация, самая вот примитивная, но то, кто ничего не делает. Кстати, Влад, очень помог вот тогда твои интересные тоже предложения по поводу опросов, да, вот мы тогда вот поднимали тему, конечно, тогда была проблема с экологией, да, проблема с яблоневого сада в Воронежской области. Конечно, твоя была очень важная идея, это создание именно опрос, что хотят видеть люди на этом месте, на месте парка. Когда было проведено, большой был опрос проведен, больше 2000 людей приняли участие, 93% было за создание парка, да. Но он, конечно, уже со стороны, тут нужно было такое организации, не только опросов, да, но и со стороны власти должен был какой-то быть ответ, но, к сожалению, там было трудно управляемый процесс, да, был, к сожалению. Ну вот все-таки опросы, да, вот твои, которые ты проводил и проводишь постоянно, что интересно, я знаю, что ты даже вот всегда принимаешь сам участие в опросе, сам бываешь, берешь там, да, какие-то небольшие, да, там, грубо говоря, помню, вот, например, да, вот на заправке, да, хотя пробовал за стадион, да, вот проект именно, прямо на заправке, да, спрашивал людей, что они хотят, готовы ли они, там, да, вот, может поподробнее получать обратную. Вообще, просто эти опросы, они очень мало предпринимателей их проводят. И вообще, в принципе, нельзя ничего начинать без опроса. То есть, ну, например, самое есть простое, например, упражнение, да, там, например, действие. Вот недавно работал там с крупной застройщицей, вот, она там строит порядка там 5-6, по-моему, высоток в год, вот. Но при этом они совершенно, ну, не опрашивают людей, которые у них купили. То есть, и после того, как, например, они опросили людей, которые купили у них квартиры, ну, вот, выяснилось, что там
выяснилось, что многие называли преимущество одинаковым словом. Там, да, там я уже не помню, каким словом, да, там несколько различных фраз одинаковых, несколько различных слов одинаковых. Что это значит? Это значит то, что если ты опросил 50 человек, и они все сказали какое-то одинаковое слово, там, да, там, по отношению к твоему продукту либо к услуге, это значит, что ты это слово должен вставлять во все рекламные кампании. То есть, потому что именно так тебя видит твоя целевая аудитория, да, и если ты подсветишь именно то, что они обычно говорят, да, то тебе гораздо будет проще уже дальше привлекать клиентов. То же самое и с теми, нужно опрашивать тех, кто не покупает, да, потому что зачастую, когда ты проводишь опрос, ты реально понимаешь, почему они не покупают. То есть и тех, кто купил, и тех, кто не купил. И уже на стыке как раз вот этой информации уже там принимается решение по различным стратегиям и по, ну вот, работая там каждый день, работая с предпринимателями там и с собственниками там разных совершенно компаний, я вижу, что этим занимается, ну, дай бог, там, 30% предпринимателей. 70% делают все так, как считают, типа, сами нужны. То есть они, типа, думают, что они лучше знают, чем их клиенты. Но это далеко не правда. Как раз интересно, процент эффективности какой вот, да, вот тех, кто работает с опросами, те, кто не работает с опросами. Я думаю, что, ну, я не думаю, что это прям замеряется где-то, и где-то есть эти цифры, но, ну, понятно, что это гораздо проще, дешевле и эффективнее. Ну, то есть, ну, по разным причинам многим это не делается. Да, интересно, по поводу людей, да, знаменитостей, с кем ты работаешь, а получилось ли работать у тебя тоже со спортивными знаменитостями? Потому что... Нет, ну, единственное, что там девочка хотела приехать в Дубай на интенсив, чемпионка там, олимпийская, по-моему, чемпионка, или, ну, какая-то там, ну, одна из чемпионка мира, уже не помню. Вот, но в последний момент что-то у нее там не получилось, и, ну, не приехала. Вот, не получилось у меня поработать со спортивными какими-то знаменитостями. А так вообще по поводу активного образа жизни, да, вот чем любишь заниматься в свободное время? Мне нравится падл, и так как я много сейчас нахожусь в Дубае, вот, там падл, это, кто не знает, это что-то среднее между сквошем и большим теннисом, то есть это это теннис большой, похож, и только играют стенки, то есть ты можешь от стекла ударить и там, и дальше как бы играть. В Воронеже есть очень крупная база. Да, падл. Отрадный. Кстати, можно поиграть. Да, падл очень крутой, мне очень нравится этот вид спорта. Он, кстати, он второй по популярности после футбола в Аргентине. А в Дубае там за 1,5 года построили 300 кортов. То есть это считается самым быстро растущим спортом в мире вообще сейчас. Вот. Ну, помимо этого, там, ну, вейксерф, флайбордс, где вот строй из ног, вот это вот, то есть водные виды, в основном бокс, и просто тренировки танго, вот, танцы, бокс. Что еще нужно вообще? Ну да, по поводу соревнований, еще не участвовал в соревнованиях по падлу? Нет, подожди, хотя участвовал, но в таких, в любительских, но пару раз даже выигрывал. Ну, возможно, еще в парных можно и профессионале заявиться. Да, пока, ну, это такая история для себя. Ну да, интересно, это очень интересно. А по поводу каких-то планов, да, на ближайший год? У меня сейчас гастроли 16 городов подряд за 39 дней. То есть вот Воронеж, получается, 3-й город. Вчера мы были в Санкт-Петербурге, 3 дня назад мы были в Ереване, вот, и у нас впереди еще, получается, 13 городов. Вот, поэтому сейчас нужно отработать гастроли, тур, вот, со спикерами, и дальше отдохнуть немножко, вот, ну и потом уже, конечно, планы есть, большие, потихонечку. Да, я знаю, что ты приехал не один, а приехал сюда еще с... Да, я собрал команду спикеров, в основном это мои ученики, это крутые бизнесмены, эксперты, вот, в разных направлениях, которым я доверяю и с которыми мне не стыдно выходить на сцену. Да, можешь какой-то повод назвать как пример? Ну, да, можно и всех назвать. Можно, там, у нас там есть там Лена Козырь, как бы она там занимается финансами, там, да, там управляет крупными капиталами, кстати, летала в стратосферу, ну вот, платила, по-моему, 3 миллиона рублей, чтобы на истребителе в стратосферу специального бомбардирования, там, чтобы эти сосуды не лопнули. Вот. Раньше снимала кино в Голливуде, вот, сейчас вот уже много-много лет финансов. Олеся там у нас там по персоналу, например, да, там она знает все по привлечению персонала, по удержанию, по увеличению вовлеченности.
Вот, потом там Дима там по выходу из операционки, Оля, Оля Чебыкина там по медийности, это достаточно известная интервьюер, там у нее 2 канала по 700 тысяч, очень потрясающая просто девушка, которая там собирает миллионы женской аудитории, сердца покоряет женщин, вот, и мужчин, вот, то есть там Надя из Дубая, то есть я ее попросил поехать с нами, вот, она мега крутой специалист недвижимости в Дубае, то есть сейчас это тренд, никто не понимает, надо покупать, не надо, огромное количество рекламной кампании, вот, и она именно раскрывает вообще всю правду, как есть на самом деле, чтобы люди действительно, обладали этой информацией и не попадались на какие-то непонятные схемы. Да, Влад, по поводу вот, вообще, это, конечно, момент такой очень аккуратный, особенно сейчас, да, конечно, вот, инвестиции в Дубай — это хорошо, сейчас, сами понимаете, ситуация непростая, мировая, да, и у нас напряженность между странами сильнее и сильнее, конечно, и тут, конечно, важна консолидация людей внутри страны тоже, да, именно объединение, да, как раз таки вот в плане предпринимательского объединения ты очень мощно помогаешь людям объединяться, это нужно, и в процессе объединения такого предпринимателя, да, получается тоже их, да, идея, чтобы не только приносили деньги, да, а чтобы они давали какие-то пользу, да, конечно, обществу, да, конечно, за счет своих продуктов, да, не за счет каких-то именно вовлеченности какой-то благотворительности, которая будет полезна подрастающему поколению, которая будет не чисто на ТикТоке, да, там, и тупо залипание, да, в интернете без конкретного, а важном времяпровождении, полезном времяпровождении. Получается увлекать беднее? Есть много работы, достаточно социальной, вот, там, да, там, причем не только не у меня, у многих спикеров, которые со мной, то есть у меня, например, есть же игра монетизатор еще, вот, и она присутствует в разных странах и в разных городах, вот, и вот сейчас там в Иркутске 1500 школьников в нее играли, как бы. Это игра там нацелена на креативное бизнес-мышление, там. До этого там Фоксфорд, например, там тоже там они постоянно там играли, то есть много студентов начинают играть. То есть вроде как она создавалась для предпринимателей, а по факту в нее начинают играть подростки, дети и многие другие. Вот, и, таким образом это, я считаю, что это достаточно большой тоже вклад в будущее, потому что, не знаю, если бы там у меня ребенок там 16 лет, там ему бы там дали те инструменты, которые я, например, транслирую там со сцены или в книгах, или еще где-то, мне кажется, что это было бы очень большим преимуществом для того, чтобы именно создавать тот мир, который именно хочешь ты сам, вокруг себя. Влад, дети есть уже? Нету. Конечно. Дай бог будет, да, дай бог. Тоже у нас получилось брать интервью у первой ракетки мира Данила Медведева. В тот момент у него было всего 2 турнира выигранных, да, за плечами. Да, сейчас у него уже турнир большого шлема и больше 20 турниров выигранных, и он настоящая звезда наша, да, которая модель для подражания, да, для подражания, и с кого люди берут пример, да, то же самое, возможно, конечно, с людей полезных, да, которые обществу приносят пользу и показывают свою важность, да, это, конечно, они тоже могут доносить важные моменты. Спасибо большое. И, может быть, последний момент, что можешь пожелать, да, вообще, подписчикам журнала и не только, да, вот в плане развития, в плане... Я хочу пожелать, знаешь, если бы меня кто-то когда-то спросил бы там лет 20 назад, например, да, там, чтобы там докрутить, чтобы внедрить, чтобы все было гораздо поинтереснее, то, наверное, я бы ответил бы следующим образом. Каждый день делать так, чтобы кто-то тебе был благодарен. То есть, и чем выше, чем более успешнее эти люди, чем более высокостатусные эти люди, которые тебе становятся благодарны, тем больше у тебя есть возможности, ресурсов создавать, менять мир к лучшему, зарабатывать. То есть, по сути, все равно все деньги, они приходят, и все возможности, ресурсы, они приходят через людей, через благодарных людей. Вот, и поэтому, если взять за правило, там, каждый день делать так, чтобы как минимум один, например, человек тебе стал благодарен, то, наверное, через какое-то количество лет эта критическая масса, она создаст для тебя достаточно хорошие условия. Да, есть такой тоже момент, наверное, кто вообще верующий человек, может сказать, можешь назвать себя верующим? Да. Да, потому что, по-любому, да, тут
ты тоже именно как бы понимаешь, что жизнь, мы тут не останавливаемся на этой жизни, да, она будет, конечно, момент такой иногда бывает, что ты понимаешь, что есть, да, бывает какой-то момент, что ты не можешь донести до других до того, да, то, что мы же как бы тут вечные, да, то, что это... Очень много решается за тебя, и во все, как говорится, воля Божья. И это правда. Твоя задача просто делать то, что ты делаешь, максимально правильно, достойно и с благодарностью. Мне кажется, что это самое важное. Вот. А дальше уже те блага, которые тебе дает Всевышний, это призы за то, что ты делаешь. Да, вот спасибо большое, Божьей помощи, да, Божьей помощи. Спасибо.